Всем привет! Сегодня у нас на обзоре герой Эомер. Данный герой является героем баланса. Это ему на 20 уровне дает плюс 25 ко всем статам, к мощи, концентрации и скорости, а также дает 2 дополнительных навыка. По приростам мощь 1,9, концентрация 0,85 и скорость 2,37. По артефактам лучшим здесь, конечно же, будет короткий меч предводителя из бюджетных вариантов, потому что фиолка, мощь, скорость плюс урон ближнего боя для наших коней тоже зайдет прям идеально. Ну и мощь ближнего боя также здесь заходит отлично. По нагруднику сшитая броня на мощь, концентрацию, скорость тоже отличный вариант. Но здесь допом можно взять лучше минус фокусированный урон, чтобы против магов, против нефизы можно было стоять более лучше. По шлему также отличный шлем всадника на мощь, скорость и еще защиту юнитов кавалерии. Насчет до бонуса здесь можно выбирать как и защиту от оглушения, защиту от безумия, то есть здесь уже кому как угодно. И, конечно же, топом здесь является скрипка старейшего. Есть еще пояс Лотлориана, который также дает скорость, но именно скрипка будет самым лучшим вариантом на что на Эомере, что на Иовен, что и на Теодене. Теперь мы перейдем к титулам. Первый титул маршал Рохана. Работает против одной вражеской цели. Мы наносим физический урон в размере 500% урона. И Эомер получает плюс 100 скорости на 1 раунд. При полной прокачке мы дополнительно получаем плюс 15 скорости. Первый навык данного титула, дисциплина, дает плюс 35 защиты. И второй навык, замах, работает против двух вражеских целей. Мы наносим физурон в размере 160% урона. Второй титул, Рахирим, как и у Иовена и Теодена. Кавалерия получает 9,6% за каждый раз, когда мы наносим урон, и на эффект влияет скорость. То есть чем больше скорости, тем больше урона будет наносить наша кавалерия. И эффект накапливается до 3 раз. При полной прокачке мощь наша увеличивается на плюс 15. Первый навык в титуле рассечение работает против одной вражеской цели. Урон наносится физически в размере 336%, и дополнительно на эффект влияет скорость. То есть чем больше скорости, тем больше урона. И второй навык, образцовый наездник. Наша кавалерия получает урон на 14% меньше. Следующий титул Эадик. Кто не знает, это с древнеанглийского языка счастливый богатый. То есть его Эомера само называли либо Эадик, либо Эомером. Ну и само слово Эомера, означающее лошадь, либо славный. Итак, титул Адик Эомеру дает плюс 20% к урону, и при полной прокачке скорость увеличивается на плюс 15%. Первый навык в титуле прицельная атака работает против одной вражеской цели, причем с маленьким кулдауном. Мы наносим урон в размере 200%, и с вероятностью 50% мы наносим дополнительно еще 200% урона. Если прокнет, мы нанесем 400% урона. И второй навык, уничтожение слабых, работает против цели с наименьшей защитой, наносит физический урон в размере 210%, также с маленьким кулдауном. И четвертый титул 5-го ранга, предводитель Иарет. Каждый раунд кавалерия с вероятностью 75% восстанавливает 75% очков здоровья. Такой же титул имеется у Теодена на 3-м ранге. И при полной прокачке каждый раунд будет восстановление очков здоровья идти при не 75, а со 100% вероятностью. Первый навык в титуле окружения работает против одной вражеской цели. Мы наносим 480% урона физического, и приоритет отдается юнитам дальнего боя. И последний навык у этого героя — конный бой. Кавалерия при попадании с вероятностью 20% наносит дополнительно 70% урона. У этого героя можно сделать в районе 3 билдов, сделать полусаппорта, полу-ДД, сделать либо фулл ДД через маршала Рохана и Адик, и можем сделать из него полностью саппорта, вкачать Рахирим с предводителем Эореда. Но мне лично нравится данный герой за счет нанесения своего собственного урона. Его, то есть, можно вкачать полностью на урон, но можно будет и на полусаппорта. Сейчас полусаппорта мы как раз и протестируем. Итак, мы будем использовать сейчас вот такой билд. Маршал Рохана на фулл, на 2 замах. Эадик полностью также вкачан на урон вместе с прицельной атакой. И также вкачан Рахирим для рассечения, ну и плюс для урона самой кавалерии. Мы отказались от снижения урона, мы отказались от уничтожения слабых. Но если герой будет там 10-12 ранга и так далее,
то мы уже полностью можем взять и уничтожение слабых, и замах, и потом уже в дополнение качать образцового наездника. То есть у нас это будет full урон, который можно из этого героя выжать, но и также дамаг, который может наносить кавалерия у данного героя, также будет наносить максимальный урон. И также, пока мы еще остались здесь, давайте рассмотрим оружие 10 ранга. Оно стоит внимания. Гудвин. Это оружие для Эомера на 10 ранге дает мощь, скорость и урон армии юнитов кавалерии. То есть урона здесь будет много за счет прокачки 6 звезд. Мощь, скорость тоже даст солидное значение, но самое главное здесь до бонус как ветер. Каждый раунд Эомер и его армия получают следующие эффекты. Когда скорость достигает 200, увеличивает следующий урон, наносимый Эомером, на 10%. Когда скорость достигает значения в 350, союзная кавалерия имеет приоритет при атаке на вражеских юнитов дальнего боя. То есть, если у нас есть 350 скорости, мы как минимум увеличиваем себе на 10% урон, и как максимум наша кавалерия будет сначала отрабатывать по юнитам дальнего боя. По отрядам здесь у игрока были взяты кавалеристы вместе с катафрактами. Лично я бы сюда еще добавил, снизил бы количество катафрактов и добавил в районе 800 баранов. Зачем? Чтобы снижать броню и больше наносить физ урона, потому что у нас герой идет от физы. Итак, начнем смотреть сначала логи боя, которые были у игрока, что вообще он смог выжить с данного героя без баранов. И потом, ближе к концу видео, я еще проведу, надеюсь, пару боев и покажу, что данный герой может уже делать с баранами. Первый бой будет у нас вот в таком билде, который я и показывал, то есть полусаппорт, полу-ДД. Против нас неплохая Галадриэль с хорошим шмотом. Через кольцо Нэнни, начиная 5 ранга, фулл, получается у нее урон. Смотрим сначала первым делом сами логи боя. Вообще, что может герой выжимать, а уже дальше посмотрим сразу итоги. Сначала разберем хотя бы один лог боя. Итак, предварительная фаза. Эадик дает 20%. Галадриэль увеличивает урон свой на 30% от кольца и увеличивает восстановление своих юнитов по исцелению, и также у нее получается эффект фокусированного урона увеличивается. Лично я бы здесь вместо восстановления брал бы лучше защиту. Итак, начало боя. Смотрим на урон Эомера. Атака идет обычная на 3600 урона, то есть просто обычная автоатака. Кавалеристы атакуют. Смотрим, Рахирим, бонус идет на 15,5. И 16 тысяч получают стражи цитадели. И далее у нас идут катафракты, также получают бонус Рахирима и ударяют на 5600, но идет снижение за счет непробиваемого щита у стражи цитадели. Далее смотрим, что у нас тут наносила Галадриэль, атакует на 3300, часовой на 6500, страж цитадели на 5300 и хранители на 1300. Итак, второй раунд. От замаха часовой уклоняется, потому что есть у него один уклон. Эомер ударяет прицельной атакой на 5700. И автоатака идет на 4600. То есть урон здесь идет небольшой. Но давайте сейчас посмотрим чуть дальше, когда уже не будет всяких уклонений. Так, и у Эомера маршал Рохана ударяет на 15100. Это титул первый, который дает 100 еще скорости дополнительной. Неплохой очень урон. И далее идет у нас рассечение на 22, почти 23 тысячи. Урон очень хороший. Ну и автоатака на 4500. Здесь далее кавалерист, у него урон увеличивается уже на 40, почти 7%. По 9600, то есть, ну, у нас войска здесь как бы на половинку идут как урон, то есть у них нету ни дефа, ничего, потому что все у нас вложено в героя. И далее Галадриэль атакует кольцо воды на исцеление, всплеск бьет 3200, что, кстати, мало для нее, должно быть поболее, но в любом случае урон мы получаем. Так, и четвертый раунд. Замах у нас бьет 1700, потому что не прокачанный. Прицельная бьет на 4200. Ну и по 300. Там уже, то есть копейки у нас идут по урону. То есть урон у него неплохой. Получается, идет в третьем раунде и в шестом. Давайте сейчас шестой посмотрим. Маршал Рохана также опять бьет на 13100. Там было чуть больше.
И рассечение мы уже бьем на 30 тысяч. В общем, по урону понятно, что и войска дамажат, и сам герой дамажит. Смотрим по итогам боя. Иомер нанес 206 тысяч урона, то есть сам герой. А юниты нанесли 145 тысяч. По юнитам здесь еще были снижения урона за счет того, что здесь были хранители и стражи цитадели. То есть они сами еще на 20% режут урон, то есть урон мог бы быть больше. И общий урон 343 тысячи, ну из которых еще 62 тысячи здесь нахилила Галадриэль. Мы же исцелили 200, это за счет нашей балалайки в 4-м раунде. Урон очень хороший, если у противника нет защиты. То есть, если бы Галадриэль здесь была через защиту взята, плюс, возможно, здесь, так как Гондор были взяты бы Т4, то урон был бы в разы меньше. Следующий бой у нас был против Иовин. Иовин 48-я, ну, с неплохим шмотом. Здесь результаты были такие, потому что были призраки, плюс еще взяты Страж Цитадели, не совсем понятно зачем. По урону видим, уже урон упал у нас, потому что, как я и сказал, призраки. 142-141 тысяча, в общей сложности 284 тысячи. Получили мы 131. Следующий бой, тоже бы хотел его обязательно показать. Не полная армия, но здесь Стражи Цитадели. К сожалению, контра идет кавалеристов. Смотрим итоги боя. Мы нанесли 94 тысячи данному игроку, и наши юниты нанесли 93 тысячи. То есть в общей сложности мы надамажили на 200 тысяч, мы же получили 240 тысяч урона. Ну, потому что 53 тысячи здесь нанесли сами Стражи Цитадели, но и герой нам нанес 186 тысяч, потому что у нас не было снижения урона взято. Вы видели, да, у нас в титуле. Поэтому прошел такой урон. Но это еще не все. Данный Двалин здесь очень хорошо прокачанный, имеет топор Казадума на доп. Урон, плюс полностью прокачанный хитлайн на восстановление, то есть герой практически на максималке, на какой только возможно, 350 у него мощи, с прокачкой тоже все у него отлично, поэтому данный бой тоже наглядно показывает, что этот герой может стоять против ДДшников. По сути, он же тот же самый ДД, только с допом еще на кавалерию. Далее также был бой против Боромира. Боромир здесь имел уже Т4, плюс у него еще у самого также было в прокачке наследник на защиту, то есть на снижение физы шмот средний. Но по результатам, сейчас давайте глянем, все равно мы смогли через защиту нанести 158 тысяч урона, ну и юниты успели надамажить на 127 тысяч, то есть 300 тысяч урона мы почти влили Боромиру, хоть он и 47 уровня, но этот герой, он больше как раз и подходит для защиты от физы. Но здесь, конечно, мы его смогли немного пробить, поэтому тоже бой неплохой. Далее следующий бой против Иовин. Иовин также за Гондор, имеет очень много Т4, и поэтому, как я и говорил, будет результат плачевный. Если не брать с собой баранов, благодаря рыцарям лебедя, которые накидывают плюс 100 защиты, мы не можем очень хорошо дамажить, потому что мы полностью бьем физой. И из-за этого мы смогли нанести только 126 тысяч урона. То есть это прям копейки для данного героя. Должно быть хотя бы, в среднем 150-170. Поэтому урон у нас получился всего 222 тысячи. То есть за минусом исцеления в районе 180. Ну и мы получили почти 260 тысяч урона. Используйте обязательно на Иомере баранов. Далее был бой против Арагорна. Арагорн здесь с минимальным шмотом, с минимальной прокачкой. Прокачка была через вождя на защиту. Здесь я просто также хотел показать урон 180 на 134, то есть 315 тысяч урона. Ну и нам нанесли 163. То есть против ДДшников, против обычных типов юнитов данный герой очень хорошо стоит и очень хорошо дамажит. Далее еще один был бой против Арагорна. Он здесь тоже 47 уровня, но уже здесь взят странник вместе с Андурилом и вождем. То есть герой не 5-го ранга, а до 3-го. Но здесь что самое было интересное? Здесь было взято 1800 рыцарей лебедя и почти 3600 стражей цитадели, которые как раз и контрят нашу кавалерию.
Очень хороший сетап, но очень дорогой. То есть 1800 коней. Это прям нормальные цифры. Ну и по итогу смотрим. 168 тысяч мы все равно смогли набить, хоть здесь и были рыцари-лебедя. Ну и 160 тысяч почти сделали наши юниты. То есть в сумме у нас был урон 327 тысяч против 158. То есть, как я и говорил, герой очень хорошо себя показывает, как полусаппорт, полу-ДД. Неплохой для него, мне кажется, билд. Посмотрим еще один небольшой бой. Тоже был против Двалина. И здесь у Двалина были хранители вместе со стражами Цитадели. Очень неприятная пачка для, тем более, кавалерии. Поэтому здесь нанесли нам очень хороший урон. По сумме мы нанесли 237, из которых 138 сделал наш герой. Ну и 282 тысячи мы получили. Почему такой урон? Потому что хранители и стражи Цитадели, благодаря своим щитам, они снижают на 20% физ урон. И в этом бою очень хорошо они пропрокали с этим снижением, и у нас герой не смог хорошо дамажить. Поэтому, еще раз повторяю, берите баранов. А еще один бой, следующий, это уже сейчас я проводил, взял сюда баранов. Попали мы против Гендальфа Белого. Гендальф Белый в голде с 2 звездами, ну, неплохой шмот, чуть выше среднего, с прокачкой, причем с волшебной преградой на защиту, и с белым советом чуть-чуть взял, ну, и волшебник на снижение нашей защиты. Смотрим итоги боя. По итогам боя 151 тысяча от командира, плюс 108 тысяч у нас идет от юнитов. В общей сложности мы нанесли 260 тысяч. И прошу заметить, здесь были взяты маршалы до 1300, которые сразу отлетели. И урон они нам нанесли всего 167 тысяч вместе с героем. То есть здесь герой у нас идет на урон. 88 тысяч он нам нанес. И 79 нанесли юниты. Зачем нам нужно было здесь брать маршалов? Не совсем понимаю. Итак, смотрим. В предбоевой фазе Гендальф накинул почти 58 защит от волшебной преграды. Очень хорошая защита получается у наших противников. И смотрим, сколько будет нас летать уроном. Так, кавалеристы оглушенные. Маршал атакует на 9200. Плюс 73% у него было увеличение от натиска. Очень маленький урон прошел. Далее всадники на баране также не могут работать, поэтому смотрим уже второй раунд. Во втором раунде, где наши там бараны? Давайте сейчас посмотрим, как они отработали. Так, всадники на баране. На них вот работает Рахирим. Они ударяют катафрактов, и у катафрактов снижается защита на 34. То есть мы почти снизили то, что добавил Гендальф. Получается 92 защиты. И давайте посмотрим, что Эомир нанесет. 14500 и 25 тысяч. То есть урон прошел хороший. Ну, здесь он как раз бил по точным стрелкам. Ну и вот как раз здесь работают всякие всплески и прочий весь урон от генов. Но сейчас это уже не интересно. В общем, в любом случае здесь бой полностью выигран. Даже с тем моментом, что у нас не было никого из Т4. Еще один бой. Причем бой был не по моей вине, а герой сам напал. Зачем, непонятно. Была Иовен 50-я, не с полными отрядами, я смотрю. 319 тысяч урона она получила, 170 из которых нанес герой. По шмоту, шмот средний, с правильной прокачкой, кстати. Итог по герою. Данный герой, как я уже говорил не раз, мне нравится больше, чем Теоден и Иовен, за счет того, что он может сам наносить очень хороший урон и не сильно привязан к своим отрядам. Поэтому на него можно брать любую кавалерию, вплоть даже до того, что можно ему дать просто обычных юнитов. И все равно он сможет наносить хороший ДПС. А когда у него будет 10 ранг, за счет его оружия, урон у него очень может сильно вырасти. Все зависит от того, как будут эти работы 10%. В полной прокачке, возможно, 60%. Там, может, будет совершенно другая картина. Но на данный момент этот герой выдает очень хороший урон по сравнению с Теоденом и Иовен, которые являются все-таки больше именно героями поддержки. Эомир же является героем именно полусаппортом, полу-ДД, за счет того, что может сам наносить хороший урон. А также учитывайте тот факт, что Эомир здесь одет не прям full голду, не full эпики, причем здесь еще нету даже
партизана Рохана, копья, то здесь еще можно качать и качать, и урон, кажется, будет еще больше. Но это мы уже посмотрим в дальнейшем. У меня есть один экземпляр Иомира с очень хорошими шмотками. Там уже, как если игрок прокачается, мы уже сделаем обзор именно на 10 плюс ранг Иомира. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях по данному герою. Если у вас есть бои лучшие, отправляйте влоги боя в моем дискорде свои отчеты. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и здоровья, и не болейте, как я. Всем пока.